Приветствую, друзья, на канале Каска. В этом видео по Rust вы узнаете, как повысить FPS в последнем обновлении, где многие из настроек изменились и добавили что-то новое. Также покажу, как избавиться от лагов и фризов и сделать более стабильный фреймтайм. За большие пальцы вверх и подписку на канал буду благодарен. Готовьте ваши ручки, быстренькая рекомендация своего бусти и погнали. Ребятки, если у вас есть желание, а самое главное возможность, можете поддержать мой канал подпиской на Boosty. В знак благодарности вы получите мой архивчик с оптимизацией как Windows 10, так и 11. Он активно развивается, стараясь в каждой новой версии добавлять что-то новое. Там же находится гайд на 30 минут, как всем этим пользоваться. Плюс иногда публикую разные твики, отдельные настройки для некоторых игр и все возможные архивы в одном облаке. А также у меня есть Telegram, в котором я делюсь игровыми новостями, когда следующий ролик и так далее. Ну и конечно же наш Discord сервер. Мы там общаемся, играем и решаем проблемы, которые у вас могли возникнуть. За любую активность буду благодарен. Отвечаю всем и постоянно. Ссылочки в описании. А начнем мы с вами с самого важного, это с настроек графики. Достаточно большое количество людей написали, что в Rust добавились новые настройки, много чего изменилось, и попросили залететь показать актуалочку. Я уже все это протестировал и уже могу с вами поделиться. Нажимаем настройки, поле зрения. Тут по желанию, я выставляю 90, покачивание камеры. Выключаем, прицел по желанию и меткое попадание тоже по желанию. Вспышка при уроне я выключаю. Счетчик кадров можно подрубить. Допустим, расширенный плюс пинг. Далее цензура. Отображение крови. Говорят, что с выключенной кровью чуть-чуть повышается FPS. Все остальное я выключаю. Количество обломков 2000 и эффекты строительства я оставляю включенными. RGB подсветка выключаю. Интерфейс. Что-то отключил, что-то оставил включенным. Аудио и управление. На ваше усмотрение. Экран. Разрешение. Рекомендую выбрать по соотношению к вашему монитору. То есть, если у вас 2К мониторчик, тогда ставите 2К. Если Full HD, тогда Full HD. Режим полноэкранный. Вертикалку я обычно выключаю и всем рекомендую, потому что дает дополнительную задержку. Ограничение FPS. Ну тут ставим 240. Я ограничил FPS в фоновом режиме и лимит FPS в меню. И если вам все-таки необходимо делать ограничения FPS-иков, я рекомендую сделать это не в самой игре, а допустим через MSI Afterburner, а точнее Riva Tuner. Открываем Riva Tuner, и здесь нас интересует Frame Rate Limit. К примеру, если у вас 100 FPS, ставим здесь тоже 100. Если вы делаете ограничение по герцовке вашего монитора, тогда ставите ограничение, которое соответствует вашей герцовке. В моем случае это 165. Можно чуть-чуть повысить, допустим 166, 167. В таком случае мы получим не только ограничение по FPS, то, что нам необходимо, но и самое важное, это стабильную отрисовку кадров. Если она у вас постоянно прыгает, это может негативно сказаться на общей производительности. Подтормаживание, лаги, фризы и так далее. И наконец настало время для самого интересного, это графика. Перед тем как начнем, я вам хочу сообщить, что то, что я показывал в предыдущем ролике, я пройдусь по этому кратко. А уже по новым настройкам графики, которые не были в предыдущем ролике, я естественно пройдусь чуть подробнее. Нас встречает отрисовка. У нас 3 параметра плюс-минус вместе связаны. Это масштаб отрисовки, NVIDIA DLSS и сглаживание. Когда вы включаете DLSS, масштаб отрисовки и сглаживание работать не будут. Поэтому, если ваша видеокарта RTX серии, я рекомендую включить DLSS и пресет выбрать в зависимости от вашей видеокарты. В моем случае хорошо работает максимальное качество на 3060 Ti. Если у вас видюшка слабее, ставьте баланс. Если у вас видеокарта не серии RTX, в таком случае мы можем масштаб отрисовки чуть-чуть понизить, где-то до 0.8-0.9. Картинка не сильно ухудшится, но даст нам хороший буст. А уже сглаживание я рекомендую либо выкл, либо SMAA, плюс еще TSSAA тоже неплохое. Смотрите по производительности. FXAA пропускайте не очень. Это бюджетный вид сглаживания, такое себе. Далее у нас появилось сглаживание, помимо DLSS, еще и DLAA. Его включаем только на действительно мощных системах. К примеру, 4070 Ti Super и выше. И то это в том случае, если оно вам необходимо. Улучшенная прорисовка объектов. Выключаем. Качество шейдеров 400. Дальность прорисовки 2500. Отображение параллакса 0. Качество воды 0. Отражение в воде тоже 0. Деформация травы. Тут по желанию, но я обычно выключаю. Тени от травы тоже выключаю. Режим NVIDIA Reflex. Вкл. Измеритель задержки NVIDIA Reflex. Тут по желанию.
Точные билборды на ландшафте. Опционально. Мягкие частицы. Делает частицы более мягче. Влияние на производительность я лично не заметил, поэтому решил пока оставить включенным. Вы же смотрите сами. Если не нравится, выключайте. Количество пиксельных источников света. По идее, они должны отвечать за дополнительные источники света. По моим тестам, насколько это было возможно протестировать одному, я лично каких-то изменений не нашел. Как по производительности, так и по визуалу. Поэтому решил поставить на 0. Лимит трассировки лучей для частиц должен отвечать за частицы. Это дымы, взрывы, огонь и так далее. Каких-то изменений тоже я не обнаружил. Возможно, где-то там что-то меняется, но в среднем нет, поэтому тоже выставляю минимальное значение, чисто на всякий случай. LotBIOS контролирует детализацию объектов на расстоянии. Где что и как влияет, увы, но в очередной раз обнаружить не удалось. Хотя пробегал по разным локациям, проверил, посмотрел, не знаю, ничего не меняется. Как по FPS, так и по визуалу. Скорее всего в будущих патчах это поправят, но пока как-то так. Детализация текстур очень сильно влияет на визуал, на FPS вроде как нет, зато может влиять на видеопамять. Моя видюха спокойно тянет полное разрешение. Такой я и выбрал. Режим анизотропной фильтрации. Я выбрал все текстуры. Уровень анизотропной фильтрации 8х. Динамическая детализация текстур. Звучит интересно, но я выключаю. Буфер динамических текстур. Если будете их использовать, ставьте около 2000. В остальном же ставим минимальное значение. В теории на жестких дисках это может вас избавить частично от фризов. Тени. Качество. Единица. Режим теневой маски. Обычный. Далее у нас идут связанные параметры между собой. Это разрешение, каскады и процент дистанции. Если вы привыкли к таким теням, тогда ставьте низкое качество. Но тут же мы можем подрубить каскады и выбрать значение на 2 и слегка отрегулировать максимальный процент дистанции. В таком случае тени у нас станут снова же более читаемыми. Если вам это не нужно, ставим каскады на нет. Либо же просто разрешение ставим на очень высокое. Каскады смысла трогать уже в таком случае нет. Разве что можете поставить на 4, но там странная, как по мне, прорисовка некоторых теней. Поэтому я лично каскады выключаю, а разрешение ставлю на очень высокое. Макс источников теней. Если вы частенько бегаете под землей, либо в ночное время суток, иногда значение на 1 может спасти вашу задницу. Если мы выставим значение на 0, тогда все тени от искусственных источников света, допустим это факел, будут отключены. Но все это добро кушает, конечно же, производительность. Если мы поставим на 2, будет большее количество источников теней. 3, соответственно. Я лично ставлю на 0. Частицы 100, объекты 100, деревья 0, максимальное количество деревьев 10, качество ландшафта 100, трава 0 и декораций тоже 0. Переходим на эффекты. Сглаживание мы с вами уже обсудили. Глубина резкости. Мне не нравится, я выключаю. Глобальное затемнение. Выключайте. Эффект свечения. Выключаем эффект линз. Выключаем размытие движения. Мне не нравится, я выключаю. Лучи солнца. Выключаем. Резкость. По желанию. Виньетка тоже по желанию. Повреждения и эффекты при получении урона тоже по желанию я оставляю включенным. Вкладка в разработке. Отсечение окклюзии. Я оставляю включенным. Контактные тени. Выключаем. Поддержка педали. Опционально распределение нагрузки ЦП. По идее, процессоры с 3D кэшем должны работать еще более лучше. У меня такого процессора нет, поэтому подсказать точно не смогу. Оптимизация загрузки. Для SSD я поставил частичная и буфер около 2000. Можно поставить вообще максимальное значение, как вам угодно. С настройками графики мы с вами закончили. Оказавшись на рабочем столе, нажимаем этот компьютер, ПКМ на компьютер, свойства, доп. Параметры системы, быстродействие, параметры и ставим галочку на обеспечить наилучшее быстродействие. После этого можем поставить галочку на сглаживание неровностей экранных шрифтов, чтобы шрифты не были пиксельными. И по желанию подключить там тени, анимации, то, что вам необходимо. Далее, если у вас игра вылетает, переходим на дополнительно, виртуальная память, изменить. Убираем галочку с автоматически выбирать объем файла подкачки, выбираем диск C и ставим галочку на размер по выбору системы. Нажимаем задать и ОК. Нам предложат перезагрузить нашу систему, перезагружаем и уже проверяем в самой игре. Если проблема осталась, тогда можем поставить галочку на указать размер и для 16 ГБ оперативной памяти пишем здесь 4000-4000. Как исходный, так и максимальный размер. Если у вас 32 ГБ, тогда пишем 2000 и 2000.
1000. То же самое задаем, нажимаем ОК и перезагружаем нашу систему. Нажимаем поиск, пишем параметры, переходим на система, дисплей, в самом низу находим графика. Если у вас 10, тогда нажимаем поиск и пишем настройки графики. Нам нужно добавить классическое приложение. Нажимаем вот сюда. Если, кстати, у вас 10, тогда будет написано обзор. Переходим в папку с игрой. Это Steam, Steam Apps, Common и Rust. Находим приложение Rust клиент и нажимаем добавить. Также можно добавить и приложение Rust. Параметры GPU. Выбираем высокопроизводительный, где указана наша видеокарта. Если у вас ноутбук, либо две видеокарты, тогда выбираете ту видеокарту, которая наиболее у вас мощная. Оптимизация для игр в оконном режиме. Включаем. То же самое делаем и для Easy Anti-Cheat, там где Rust.exe. Высокопроизводительный и ставим галочку. В самом верху нас встречает оптимизация для игр в оконном режиме. Мы ее тоже включаем. Нажимаем доп. Графические параметры и здесь у нас есть планирование GPU с аппаратным ускорением. Как раньше гласило описание, включение аппаратного ускорения повышает общую производительность и понижает задержку. Но далеко не всегда все так четко работает. Кому-то наоборот делает эта галочка только хуже. Поэтому тут все строго индивидуально. И если у вас она была отключена, включаете, делаете перезагрузку вашей системы, залетаете в Rust и проверяете. Если все хорошо, так и оставляем. Если наоборот стало хуже, тогда отключаем. И наоборот. Если у вас была включена, тогда отключаете, перезагружаете систему и проверяете в Rust. Переходим на игры, геймбар, отключаем, игровой режим оставляем включенным. Специальные возможности, визуальные эффекты, и здесь нам нужно отключить эффекты прозрачности и эффекты анимации. Далее по ссылочке в описании качаем архивчик, называется Байкаска, версия 2. Здесь нас встречают 3 папки и различные приложения. Начнем по порядку. Настройка видеокарты. Если у вас видеокарта от AMD, открываем папку AMD Radeon и делаем то, что здесь указано. Залетаем на сайт, качаем последнюю рекомендованную версию видеодрайвера, делаем установку и ставим киберспорт и то, что здесь у нас указано. Далее, если у вас Intel, то же самое. По картиночкам делайте настройку. И, наконец, NVIDIA GeForce. Залетаем на сайт, качаем последнюю версию драйвера и открываем NVIDIA Driver Settings. Переходим на управление параметрами 3D. Далее, программные настройки. Нажимаем вот сюда и ищем в списке Rust. Если вот здесь у вас нет, нажимаем добавить и ищем уже в этом списке Rust клиент. Добавить выбранную программу и начинаем по порядку. Анизотропная фильтрация. Для большей производительности выключаем. Для всех остальных управление от приложения. Вертикальный синхроимпульс. В онлайн-шутерах я обычно выключаю. GPU рендеринг OpenGL. Выбираем нашу видеокарту. Метод представления Vulkan OpenGL. Использую цепочку буферов DXGI. Частота обновления вашего экрана высшая доступная. Режим низкой задержки. Вкл. Совместимо с OpenGL. Приоритет совместимости и в самом низу находим фильтрация текстур качества. Выбираем высокая производительность и нажимаем применить. Открываем папку очистка, Delete Temp Files. Выделяем все файлы, нажимаем Shift, Delete и да. То, что у нас не удаляется, нажимаем просто отмена. Возвращаемся назад, Delete Temp Files, папка 2. То же самое, выделяем все файлы, Shift, Delete и да. Нажимаем продолжить. То, что не удаляется, отменяем. Disk Cleanup. Чистим диск C где-то раз в месяц. Твики реестра. Здесь у нас есть 5 файлов реестра. Перед тем, как делать их активацию, я рекомендую сделать бэкап файлов реестра. Как это делается? Открываем бэкап файлов реестра. Здесь у нас есть в картинках для рукастых и красиво расписал. А также уже готовые бэкапчики файлов реестра. Первые 2 файла реестра отключают Xbox DVR. Нажимаем PKM и открыть. Если у вас десятка, будет написано слияние. GameDVR2 PKM и слияние. Отзывчивая система PKM слияние. Сетевой тротлинг пропускаем и системный приоритет тоже PKM и слияние. MSI мод. Нажимаем PKM и запуск от имени администратора. Да. Находим нашу видеокарту, ставим галочку на MSI и приоритет мы задаем High и нажимаем Apply. Закрываем. Xbox Game Bar и аппаратное ускорение мы с вами уже настроили. Далее нас ждет схема питания. И если вам необходима схема питания максимальная производительность, тогда копируем данную команду, нажимаем PKM, копировать, закрываем. Нажимаем PKM на пуск, Windows PowerShell администратор, либо командная строка, да. Нажимаем Ctrl плюс V, если не вставляется, тогда PKM. Enter, закрываем и открываем ярлык схема питания. Показать доп. Схемы. И здесь нас будет ожидать максимальная производительность. Просто ставим галочку. Нажимаем PKM на пуск,
диспетчер устройств, системное устройство, опускаемся слегка вниз и находим высокоточный таймер событий. Нажимаем ПКМ и отключить устройство. Нажимаем поиск, пишем изоляция ядра, целостность памяти. Мы, конечно же, отключаем для большей производительности. После всех этих настроек залетаем в Rust и наслаждаемся. Если не высоким FPS, то, по крайней мере, стабильной и плавной картинкой. С вами был Каска. Желаю высокого FPS.